Часто вы интересуетесь курсом валют в Одессе. Вот сейчас вам покажу. Прохожу возле одного из банков, и вот здесь евро, доллар и злотый. Так что можно вам ознакомиться. Сегодня 4 декабря 2025 года. И всем привет из дождливой и серой Одессы. В этом году зима началась не со снегом, а с сильными дождями. Видите, везде лужи и везде грязь. Говорят, в этом году зима будет холодной. Хочется верить, что она будет теплой, чтобы наши люди не мерзли. Уже в квартирах украинцев, в квартирах одесситов включили отопление. Можем этим похвастаться. И лично у меня дома достаточно тепло. И хочется верить, конечно, что так будет всю зиму. Вот вышла снимать видео и сразу встретила нашего зрителя Александра, который смотрел нас с Германии. Вот мы в Одессе встретились. Да, приветики вам всем. Приветики детям. Лили, Софы, Илюши и Зареме. Спасибо. Спасибо, Александр, вам большое. Очень приятно было. Вы все время на вас смотреть. Это очень-очень приятно было. Очень. Спасибо. А как нам приятно, что нас смотрят такие замечательные люди. Вторая девушка всегда. Вот я все время, я думаю, хоть увижу из них, а то вас больше запомню. Хоть увидеть, хоть спасибо. Благодарю вас, что вы такие добрые дела делаете. Спасибо вам и счастья вам. Спасибо большое. И вам счастья. Закончилась эта война скоро. Да. И все вернулись домой. Да. Всем привет из Одессы. Вот не успела снять видео, даже только начала и встретила нашего зрителя. Уже наши любимые, наши дорогие зрители. Вы все такие прекрасные люди. Даже мы, если с вами никогда не виделись, я всегда читаю комментарии, и я безумно счастлива, что вы у нас есть. Я сразу хочу в начале видео пожелать вам всем, чтобы вы были счастливы и здоровы. Мы вас очень ценим и любим. В последнее время так часто встречаю наших зрителей, наших подписчиков. Вчера буквально была в госучреждении, познакомилась с прекрасной женщиной. Наталья Викторовна, если вы смотрите это видео, тоже вам большой привет и спасибо, что нас смотрите. Вот с такой положительной ноты, можно сказать, мы сегодня с вами и начнем наш фильм. Сейчас такое сложное, в какой-то части даже страшное, непростое время. И так хочется, чтобы люди вместо того, чтобы сеять негатив, дарили друг друга все больше и больше каких-то положительных эмоций, поддерживали словами, делами друг друга. Ведь это сейчас так важно. Поверьте, когда вы обмениваетесь с кем-то комплиментами, пожеланиями, просто хорошими словами, когда вы с кем-то здороваетесь и кто-то вам улыбается в ответ, это действительно дарит позитивную энергию. И старайтесь как можно чаще это делать. И тогда этот мир будет казаться нам всем хоть чуточку лучше. Хорошее настроение, но знаете, все мы живем в суровой реальности, в военной реальности, и она каждый день дает о себе знать. В последнее время вроде бы как в Одессе было затишье, не было сильных обстрелов, да, были тревоги, но прям именно в городе ничего страшного не происходило до вчерашней ночи. Вчера ночью на Одессу летело огромнейшее количество дронов, просто рой. Еще, знаете, такая дождливая погода была, сильный ливень. И я перед тем, как лечь спать, даже подумала, что они к нам не прилетят, потому что очень плохая погода. Но видите, плохая погода войне не мешает. Подвергался атаке один из районов города. Летело дронов больше 20 штук. И я позвонила спросить, как у них дела, все ли в порядке. И они рассказывали все ужасы ночи. Было так много взрывов. И как у людей, люди просто не успевали добегать до укрытия, потому что это было после часа ночи. Конечно, многие легли спать спросонку, бежать куда-то гораздо сложнее. Знакомые говорят, что у них просто дрожали ноги от этого ужаса. И даже в какой-то момент они поняли, что не могут сказать ни слова, потому что взрывы были так близко и настолько сильные, что можно после такого
даже заикаться. Я даже не представляю, что переживали в этот момент дети. Вот такая сейчас реальность. У людей пострадали дома, повылетали окна, двери. Поэтому люди во время войны просто лишаются всего. Очень страшное время мы живем, и никто никогда не знает, что может случиться в любую минуту. Сейчас говорят, что одесситам нужно быть предельно осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. В результате вчерашней атаки на город пострадало, по-моему, 6 человек. Все можно отстроить, все можно починить, но вот жизни и здоровье людей, конечно, не вернуть. Так, сейчас с вами посмотрим цены на недвижимость. Вот это, кстати, новострой. Вот двухсторонняя квартира, однокомнатная, 56 квадратов, 50 тысяч. Это большой жилой дом многоэтажный. Новые черемушки, однокомнатная, 30 тысяч, но без ремонта от строителей. Так, вот такие вот цены. На Космонавтов трехкомнатная квартира, но это старый жилой фонд, 35 тысяч долларов. Кого интересует недвижимость в Одессе, можете вот ознакомиться с ценами. Новый год все ближе и ближе. Вот сейчас зашла в магазин Рошен. Вижу, появляются скидки на конфеты новогодние, на зайчиков, на Санта-Клауса. И так мне нравится, вот здесь есть такие подарочные коробки. Ну, конечно, цена 765 гривен за коробочку, но выглядит действительно празднично. Такие по 219 гривен. И вот такие вот мешочки 695 гривен, но они выглядят очень классно. Не знаю, сколько здесь, килограмм или полкилограмма. Даже открыточка есть, можно подписать. А вот адвент-календари 1400 гривен. А если округлить, такие коробочки по 674 гривны. А вот такие маленькие там шоколадки. Такие перчаточки праздничные. Вот заходишь, и как-то немного на душе становится приятнее. Скоро все начнут покупать новогодние подарки. Смотрите, 450 гривен. Вот такая большая коробка со сладостями. Даже не знаю. Вот 800 грамм. 900 грамм, 450 гривен. А еще есть такие домики, жилые комплексы по 350 гривен. Вот такие по 214 гривен коробочки. Такие по 269 гривен. Елочки по 169 гривен. Тоже немного попроще наборчики. Вот такие круглые коробочки по 294 гривны с конфетами. То 600 грамм. Достаточно тяжелые. Бельчата по 145 гривен. И вот я просто не могу налюбоваться травкой. Посмотрите, ну просто вот как весной, май. Ну никак не скажешь, что через 3 недели Новый год. Посмотрите, какая красота и какие газоны в Одессе зеленые. Просто как в мае. Вот, я уже говорю, сейчас в новостях много негатива. Ну и понятно, что не может быть много всего хорошего, потому что в стране война. Но скоро праздники. И, к счастью, есть такая возможность украшать город, устраивать какие-то праздники. Кто-то, конечно, против, чтобы другие радовались, но все же нужно когда-то людям жить. И сейчас Одесса, знаете, зимой достаточно серая. Редко выходит солнце, в основном серое небо, серая дорога, серые тротуары, деревья без листьев. Но из-за вот этих украшений, иллюминаций, гирлянд город становится прекраснее, и жить в нем становится лучше. Поэтому хочу сказать всем спасибо за то, что создаете возможность хоть немного порадоваться и отвлечься от других. Сейчас серо,
хмуро. Видите, как много вокруг, как я уже сказала, происходит трагедий. Но, к счастью, есть возможность у всех хоть немного наслаждаться праздниками и к ним готовиться. И благодаря предпринимателям, благодаря добрым людям, которые дарят возможность другим праздновать, дают возможность другим праздновать праздники, все-таки, несмотря на войну, у людей остаются положительные эмоции. Вот смотрите, уже первые елки стоят в городе и украшают заведения. А вот уже в Одессе и первые снеговики. Ну, из-за того, что у нас нету снега, только такие снеговики нам, наверное, и светят. В Одессе потихоньку темнеет. Скоро ночь. И хочется пожелать, чтобы во всех городах Украины она была тихой и спокойной, без обстрелов. Я всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео из Одессы.